Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание» с Натальей Волковой. В данном видео я вам хочу представить вторую часть видео МК, как связать красивую летнюю женскую кофточку крючком из стопроцентного хлопка. В этой части я буду уже вам показывать, как я довязала полностью верхнюю кокетку, а также как я вязала центральную часть этой кофточки. Ссылку на первую часть видео МК я обязательно вам оставлю в описании к данному видео. Также в конце видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатные видео МК у меня на канале. Так что заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, приятного всем просмотра. И теперь, когда у меня связаны вот две такие вот части, я их буду соединять и, так сказать, делать одну верхнюю кокетку, от которой дальше пойдет уже вязание. Вот я связала уже заранее вторую часть кокетки. Сейчас я вам покажу, как она у меня выглядит. Выглядит она у меня вот таким вот образом, вторая часть кокетки. То есть я ее уже обвязала. И на примере второй части я вам покажу, уже объясню, каким образом я ее обвязывала. А также с задней части у меня потом пойдет соединение. То есть с задней части у меня получается будет одно сплошное полотно с небольшим шовчиком посередине. А спереди у меня потом будет шнуровочка. То есть вот так вот будет отвороточка и идти небольшая шнуровочка. Итак, значит, на второй вот этой вот части я вам сейчас покажу, каким образом необходимо будет что вязать. То есть я беру основной крючок, с которым я работаю, пряжу беру кофейного цвета и закрепляю ее вот на уголке. Вот здесь вот получается, вот у меня вот так вот выглядит этот элемент, и закрепляю ее вот здесь вот на уголке. Вот эту вот пряжу. И начинаю делать обвязку, то есть мне необходимо сделать обвязку, получается, вот так вот в круговую. Обвязывать ее буду, я сейчас вам покажу на второй части, обычными вот по 3 столбика с накидом. То есть в принципе абсолютно ничего сложного я специально не стала делать. То есть обвязывать буду следующим образом. Так, я закрепила ниточку, получается, в уголке вот здесь вот, если вот так вот смотреть, вот у меня получается вот эта часть, это будет у меня под руку идти. И вот это у меня будет к шее часть. То есть вот отсюда я начну и обвязочку. Значит, я закрепила ниточку, как я уже сказала, в уголке крайнего вот этого мотива и начинаю обвязку. То есть первое, в самом начале я делаю 3 воздушные петли для подъема. И далее я провязываю 2 столбика с накидом в крайнюю вот эту вот дырочку мотива. То есть вот таким вот образом я делаю. Следующие 3 столбика с накидом я буду провязывать в третью петельку вот сюда. Все 3 столбика с накидом. То есть вот таким вот образом. Следующие 3 столбика с накидом у меня будут провязываться вот в эту петельку. Вот таким вот образом. Следующие 3 столбика в эту петельку. Вот так вот. Следующие 3 столбика с накидом я буду провязывать в третью петельку уголка. Вот здесь вот все в одну петлю буду провязывать. Таким вот образом. И далее у меня идет повтор. То есть вот следующий вот этот вот мотив я буду провязывать по 3 столбика с накидом, получается, в третью петлю сюда, потом сюда, сюда и сюда. То есть на один мотив у меня получается, я буду провязывать, повторять 4 раза по 3 столбика с накидом. Сейчас еще раз покажу. Следующий мотив я уже буду вязать за кадром. То есть вот я провязываю 3 столбика с накидом.
Вот таким вот образом. Это получается в третью петлю я провязала. Следующую я вот в этих вот 5 воздушных петелек я провязываю 3 столбика с накидом. Таким вот образом. Следующие вот в следующие. Вот так вот. Между тремя вот этими столбиками с накидом, если вы обратили внимание, я никаких воздушных петель не делаю. Просто 3 столбика с накидом я провязываю. И получается вот сюда в третью петлю я также провязываю 3 столбика с накидом. То есть вот таким вот образом у меня получается обвязочка по такому принципу. Я, получается, провязываю вот до самого конца, вот до сюда я провязываю и покажу вам, как я дальше буду вязать. Вот довязала до конца ряда, то есть у меня получается, вот я здесь провязала в третью петельку 3 столбика с накидом, и так как это у меня последний ряд, последние 3 столбика с накидом у меня будут вот в уголок сюда, получается, мотива. То есть сюда я провязываю последние 3 столбика с накидом. То есть вот таким вот образом у меня все получается. И далее я поворачиваю работу и начинаю вязать следующий второй ряд. Вяжется он в какой-то степени уже намного попроще, потому что я провязывать буду по 3 столбика с накидом вот в каждую вот эту вот дырочку. Вот сюда я везде буду провязывать по 3 столбика с накидом. Точно так же между этими 3 столбиками с накидом я никаких воздушных петель делать не буду. То есть вот у меня в результате получается, вот начинаю я работаю, 3 воздушные петли у меня для подъема, и далее до конца ряда я в каждую дырочку провязываю по 3 столбика с накидом. Вот первая у меня получается 3 столбика с накидом. Далее в следующую дырочку я также провязываю 3 столбика с накидом. Вот таким вот образом. И по такому принципу я провязываю до конца ряда. Так вот я довязала до конца ряда. Вот здесь вот у меня получилось последние 3 столбика с накидом. И в самом-самом конце я провязываю 1 столбик с накидом вот в крайнюю сюда, получается, петельку. То есть вот таким вот образом. Далее я опять же поворачиваю работу и начинаю уже вязать по отдельности вперед и спинку. То есть мне вот 2 этих рядов обвязывания на мой размер вполне достаточно. Возможно, на ваш размер вам будет лучше еще провязать там, например, несколько рядов, вот так вот, как я вам показала. То есть это вы уже должны сами смотреть именно в зависимости от вашего размера, то есть как бы примерять вот эту вот часть. То есть у вас вот эта вот ширина, вот эта вот ширина должна хорошо, нормально прикрывать плечо, ну и там, возможно, совсем немножко, чтобы был спуск с этого плеча. То есть если у вас размерчик побольше, то, конечно, возможно, вам вот здесь вот будет смысл и еще провязать 1 или там несколько рядов. Но я, в свою очередь, как уже сказала, мне этого достаточно, и поэтому теперь я вам покажу на второй части. Вот я буду вязать только, получается, вот таким вот образом. По принципу точно так же, как вот вам показывала, по 3 столбика с накидом. Только единственное, это у меня будет участок, получается, 3 мотива вот спереди и 3 мотива, получается, вот таким вот образом сзади я буду вязать. Вот этот вот участок, это у меня будет по бокам, плечо, то есть будет. То есть, как я уже говорила, сзади у меня получается, я буду просто потом аккуратненько сшивать 2 половинки, то есть как бы формировать целую спинку. Это я вам еще покажу дополнительно, как я это буду делать. А спереди у меня будут отвороточки небольшие. Вот такие вот отвороточки и шнуровка. Значит, что теперь хочу сказать по поводу вот этих вот рядов, сколько я вязала. На спинке я провязала в общей сложности 10 рядов.
Вот таких вот по принципу вязала, то есть вот на расстояние 3 мотивов. А спереди я провязала, вот здесь вот получается 11 рядов. Почему? Потому что все-таки спереди за счет груди немножечко она может быть пошире, и именно передняя часть кокетки, а спинка она обычно как бы поуже. Но опять же вы сами должны тоже регулировать, у всех фигура абсолютно разная. Возможно, вам будет смысл сделать одинаковое количество рядов. То есть еще раз я повторяю, то есть с одной стороны я провязываю вот по такому принципу 10 рядов на ширину 3 мотивов, с другой стороны я провязываю 11 рядов, вот они у меня, на ширину вот этих вот 3 мотивов. То есть это я все буду провязывать за кадром, потому что в принципе я показала именно принцип, как вот это вот вяжется полотно. Единственное, дополнительно вам покажу именно, как я буду соединять сзади вот этих вот 2 части кокетки. Так, вот я провязала 9 рядов, это у меня получается спинка, то есть выглядит у меня вот таким вот образом. 9 рядов, это я считала вместе с самыми первыми вот этими вот рядами. То есть всего у меня получилось 9 рядов. И сейчас на 10-м, получается, провязывая последний 10-й ряд, я буду его провязывать и одновременно соединять буду с, получается, спинкой. Это вот вторая часть у меня. Так, сейчас вот вторая часть у меня спинки, которую до этого я вязала. То есть я вот буду провязывать 10-й ряд и одновременно соединять, получается, вот этих вот 2 части. Значит, буду я это делать следующим образом. То есть для начала я провязываю 3 воздушные петли, то есть, ну, как обычно, вот провязывала в начале ряда, получается. Далее я беру вторую часть, получается, вот кокетки. У меня это с изнаночной стороны идет соединение, то есть вот у меня изнаночная сторона одной части и вот изнаночная сторона второй части. То есть ко мне изнаночная часть получается, и буду соединять следующим образом. То есть я завожу сюда вот крючочек, вытаскиваю петлю. То есть вот таким вот образом. Далее я провязываю 3 столбика с накидом вот сюда, получается. То есть вяжу как бы по рисунку. Вот я провязала 3 столбика с накидом. Далее я протягиваю вот крючок в 3-ю петельку, получается, вот второй вот этой части, и вытаскиваю вот таким вот образом петельку, вот так вот. Далее я вяжу следующие 3 столбика с накидом. Вот я провязала 3 столбика с накидом и опять повторяю 1, 2, 3. Третья вот это у меня получается петелька. Я вытаскиваю вот так вот крючочек и вытаскиваю петлю сюда вот таким вот образом. И опять провязываем 3 столбика с накидом. Вот я их провязала. 1, 2, 3. И в 3-ю вот эту петельку я вытаскиваю вот эти вот петли, получается. То есть вот таким вот образом. То есть по такому принципу я довязываю до конца ряда. И при этом соединяю этих 2 части. То есть я сейчас довяжу и покажу вам, что у меня получилось. Итак, вот я, получается, соединила, провязала уже практически до конца и соединила спинку. То есть это вот у меня получается изнаночная сторона. Вот таким вот образом у меня выглядеть будет все с лицевой стороны. Конечно же, это все потом необходимо будет отпарить, чтобы было все более ровненько. Но тем не менее, вот соединили мы этих 2 части. И теперь у меня получается, что спинка, она уже как бы цельная. То есть состоит из 2 вот этих вот половинок. То есть в самом конце получается, вот я провязала 3 столбика с накидом. Точно так же соединяю. То есть вот у меня идет соединение, вытащила. Далее я провязываю 1 столбик с накидом вот в эту боковую петельку последнюю. Ну, как обычно, вот я заканчивала ряд здесь. То есть вот я провязала.
И далее я просто вытягиваю ее, вот эту петельку, также соединяю с последним вот этим вот петелькой второй части. И все. Вот. Все, здесь я, получается, довязала. И здесь уже просто отрезаем мы ниточку. Вот с этой стороны я отрезать буду ниточку. Итак, вот получается спинка у меня провязана. Потом я отпарю, уже покажу вам конечный вариант, что у меня получилось. А сейчас следующее, что я буду делать, это я буду вязать переднюю часть. Вот у меня она связана на одной половинке, то есть точно по такому же принципу, как я вязала и спинку, с таким же количеством столбиков с накидом. В общей сложности только единственное, как я уже сказала, вместо 10 вот этих вот рядов спереди у меня будет 11 рядов. Все это я довяжу и уже вам покажу в отпаренном варианте, что у меня получилось, и покажу, как я дальше уже буду вязать непосредственно низ данной кофты. Итак, я уже довязала полностью верхнюю часть, получается, то есть это у меня кокетка, то есть получилась она у меня вот таким вот образом. Здесь я потом планирую сделать небольшие отворотики. Значит, я провязала, получается, со второй стороны, со второй половинки 11 в общей сложности рядов. То есть, опять же, еще раз повторяю, что я считаю прям первый ряд, который я начинала вот обвязку. То есть, вот я провязала 11 рядов, это у меня получается вторая вот эта вот часть верхней кокетки. И далее я провязала еще один ряд, то есть у меня это он получился как бы 12. Сейчас я вам покажу, то есть вот он у меня идет вот этот вот ряд, то есть с краешку я вот здесь вот сделала закругление, то есть вот в крайнюю здесь дырочку я провязала 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля, и в эту же дырочку 3 столбика с накидом. Потом я опять же вот здесь вот продолжила вязать по 3 столбика с накидом, вот в дырочке здесь. В уголок я после этого провязала 1 столбик без накида. Далее опять же я по 3 столбика с накидом вот обвязала вот плечо, то есть просто чтобы покрасивее смотрелось все это. Далее вот у меня опять же столбик с накидом вот в уголок, здесь 1 провязан. И вот я пошла обвязывать спинку, то есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Также в уголок я провязала 1 столбик с накидом и перешла на плечо. Вот я его плечо обвязала. Столбик 1 с накидом в уголок. Вот у меня получилось. Дальше я пошла уже на переднюю часть. Уголок оформила так же, как первый. То есть в краешек провязала 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом. И далее до конца ряда, получается, я провязала, ну, как обычно вязала, по 3 столбика с накидом. То есть вот такой вот у меня получился последний ряд, при котором я как бы обвязала, получается, вот вокруг вот верхнюю вот эту часть, просто чтобы она поаккуратнее и более красиво смотрелась. Теперь я вам скажу более точно размеры, которые у меня получились. Но опять же, не забываем, что вы с помощью вот увеличения или уменьшения вот этой вот центровой обвязочки, которую я вам показала, вы можете, соответственно, или увеличивать, или уменьшать размер кофточки. То есть, если вам, например, нужно чуть увеличить кофточку, то вы увеличиваете вот эту вот обвязку, которая идет по центру, за счет чего у вас автоматом увеличивается ширина кокетки, и, соответственно, потом идет увеличение и самой кофточки. Сейчас я вам скажу более точно размеры, что у меня получилось. То есть высота у меня в общей сложности получилась в пределах где-то 23 сантиметров. Это высота и общая вот ширина, но опять же вперед у меня получился совсем чуть-чуть пошире за счет того, что здесь провязывали побольше на один ряд, получается, обвязку. То есть, ну, ширина где-то в пределах, вот здесь вот получается 51 сантиметр. То есть это вот у меня получилась ширина вот здесь вот кокетки. Конечно же, это у меня уже все отпаренный вариант. И далее следующее, что я буду делать, это уже я начну обвязывать вот здесь вот по низу все. Вот здесь вот начну все обвязывать.
И далее я начну вязать низ этой кофточки. Далее, как я уже сказала, я буду делать, начну обвязывать, именно уже вязать нижнюю часть данной кофточки. Я ее планирую также вязать по 3 столбика с накидом, то есть по такому же ровно принципу, как и центральную часть верхней кокетки вот этой вот вязала. По низу, скорее всего, что я добавлю еще какой-то узор. То есть я еще пока точно не знаю, но скорее всего, что я хочу внизу еще немножечко ее, так сказать, приукрасить, эту кофточку. Итак, я фиксирую ниточку изначально сбоку, сзади. То есть я никогда не фиксирую нитки спереди. То есть лучше это сделать сзади. То есть вот у меня получается этот участок под рукой. И вот здесь вот я буду фиксировать ниточку и начну уже нижнюю обвязку. Самое начало, там, где у меня идут мотивы, то есть я буду обвязывать по точно такому же принципу, как я обвязывала кокетку. То есть я буду вязать по 3 столбика с накидом, получается, вот в этих местах. То есть вот в третьей петле, вот в этих дугах и здесь также в третьей петельке. В следующем мотиве я буду точно так же обвязывать. То есть сначала я вам покажу, а потом я уже буду вязать за кадром. То есть вот начинаю я работу 3 воздушными петельками. Далее в эту же петлю я провязываю еще плюс 2 столбика с накидом. Вот таким вот образом. И далее я вяжу по 3 столбика с накидом. То есть вот в дугу я провязала 3 столбика. В следующую дугу я провязала 3 столбика. И в третью петельку. Вот сюда вот я также провязываю 3 столбика с накидом. То есть точно так же, в принципе, как обвязывала и верхнюю часть. То есть вот у меня получается, что на один мотив у меня идет 4 повтора, то есть 4 раза я провязываю по 3 столбика с накидом. Между этими столбиками я никаких воздушных петель не делаю. То есть если вам мало ли вдруг необходимо будет немножко увеличить как бы этот размер кофточки, то вы можете попробовать провязать по одной воздушной петле, но я этого делать не буду, я просто провязываю по 3 столбика с накидом. То есть по такому вот принципу я довязываю, получается, до передней вот этой вот части. Здесь я покажу, как я дальше буду вязать. Так вот я, получается, провязала участок, где у меня были мотивы, то есть вязала по 3 столбика с накидом по принципу, как вам объяснила. И далее вот я дошла до участка, где у меня вот пошла вот эта вот центральная часть кокетки. Предварительно я соединила, вот получается, 2 части, просто кончиком ниточки здесь соединила, чтобы у меня не расходилось и чтобы было более, чтобы не мешало вот то, что 2 части, то есть я их между собой соединила. И далее вот у меня закончился, провязала я последние 3 столбика с накидом, получается, это мотиве. Я перехожу на вот эту центральную часть, то есть я провязываю 3 столбика с накидом, получается, вот сюда вот в эту вот дырочку. И далее я буду провязывать по 3 столбика с накидом, вот получается, вот в эту вот дырочку, в боковую. Вот, провязала. Далее вот я провязываю следующую, вот сюда вот дырочку боковую. Если вы слишком часто провяжете вот эти вот по 3 столбика с накидом, у вас получится, что как бы очень сильное расклешение. Если вам необходимо, например, сделать побольше на грудь, то есть именно большая грудь, то тогда, конечно, можно здесь более часто вот провязать по этих 3 столбика с накидом, но имейте в виду, что у вас именно пойдет тогда расклешение. То есть я, так как хочу вязать именно далее прямо, то есть вот я таким образом обвязываю. То есть дальше я вот сюда, получается, вяжу 3 столбика с накидом. По такому принципу я обвязываю вот эту вот
центральную получается часть. Сейчас я покажу, как я дойду до центра, обвяжу вот еще, где соединяются две вот эти вот половинки. То есть вот следующее у меня сюда получается. 3 столбика с накидом я провязываю вот таким вот образом. Вот я дошла до серединки получается, то есть я провяжу, сейчас нужно здесь будет посмотреть, как оно лучше будет смотреться. Так, 3 столбика с накидом, и вот скорее всего, что я провяжу вот сюда вот следующую также 3 столбика с накидом, чтобы у меня аккуратно все было. Сейчас посмотрим. Так, да. Да, вот таким вот образом я буду вязать. То есть я провязала по 3 столбика с накидом, это получается сюда, и вот в эту соседнюю вот дырочку получается боковую. То есть далее я буду провязывать по точно такому же принципу. То есть здесь я вот в этих местах буду провязывать по 3 столбика с накидом. Далее, соответственно, когда я дойду, получается, уже до мотивов, мотивы я буду точно так же обвязывать, как и предыдущие. То есть вот в этих местах я буду провязывать по 3 столбика с накидом. Вот это вот я все обвяжу, и получается я дойду до задней части теперь. Заднюю часть я буду обвязывать точно так же, как и получается переднюю часть. То есть вот в этих вот местах, вот здесь вот в этих местах я буду делать, получается, по 3 столбика с накидом. Единственное, что вот здесь вот именно при соединении вот этих вот двух частей, то здесь все-таки лучше провязать вот один раз я провяжу 3 столбика с накидом, то есть вот в этом вот месте. То есть спинку я не рекомендую очень сильно расширять, потому что если вы ее очень сильно расширите, то у вас на спине может образоваться типа волана, то есть тоже это не особо хорошо. То есть, соответственно, когда я провяжу вот этот вот первый ряд, полностью обвяжу по принципу, как вам показала, я дойду вот до этого участка и начну вязать по кругу, по 3 столбика с накидом буду вязать. Получается, вот каждую вот эту вот дырочку вот здесь вот я буду провязывать. Я еще провяжу вот до конца ряда, покажу вам, каким образом соединяется вот именно вот это вот соединяется будет конец и начало ряда, и переход покажу, каким образом на второй ряд. И дальше я уже буду вязать, соответственно, за кадром. Все полностью обвязала, то есть вот у меня получается вот таким вот образом. Вот у меня обвязочка идет, это передняя часть, вот она. Вот получается следующий вот у меня участок. Здесь все точно так же обвязывала, вот эти участки с мотивом. Вот у меня обвязана задняя часть. То есть, в принципе, по принципу переда точно так же все обвязано. И вот я провязала и дошла уже, получается, до соединения. То есть, вот у меня нужно соединить здесь, перейти на следующий ряд. То есть, буду вязать, так как я буду вязать круговую. То есть, я соединяю следующим образом. То есть, я вытягиваю петельку, получается, с первого элемента этого, и вот таким вот образом я соединяю. И дальше мне необходимо дойти вот до этой следующей дырочки, то есть я подъемными петельками вот таким вот образом это делаю. 2 и 3. Вот я дошла до следующей дырочки, после чего я делаю 3 воздушные петли для подъема и начинаю дальше вязать. То есть, так как это у нас первый, получается, 3 столбика с накидом, то я провязываю только 2, так как у меня еще вот получается 3 воздушные петли. И все. И дальше я пошла по кругу вязать по 3 столбика с накидом вот в каждую вот эту вот дырочку. То есть вот таким вот образом дальше я буду вязать. На какой-то период времени я буду вязать это все за кадром. В принципе, вот так вот и буду вязать по 3 столбика с накидом. Единственное, что все-таки
к низу я планирую там еще, скорее всего, что добавить немножко другой узор, но это я уже посмотрю по ситуации. Следующее, что хотела бы я порекомендовать, перед тем, как продолжить дальше вязать, это все-таки вот уже после того, как вы соединили, получается, вот эту всю полностью кокетку, вперед соединили, померить вот эту вот верхнюю кокетку, чтобы она на вас хорошо сидела, чтобы она не была слишком большой, в то же самое время она нигде не поджимала. То есть это лучше сейчас сделать. Если вы вдруг увидите, что-то вам нужно или прибавить, или убавить, то все-таки лучше на этом участке это все исправить и или довязать где-то, или наоборот где-то уменьшить, чем потом, когда вы провяжете уже нижнюю часть кофточки, вот эту вот пойдете вязать, и у вас там что-то вдруг не очень хорошо будет получаться. Поэтому, конечно же, лучше померите, и когда вы увидите, что да, на вас все хорошо очень сидит, все замечательно, то тогда уже спокойно вы начнете вязать вот именно эту нижнюю часть. То есть тут опять же есть несколько вариантов. Я тоже посмотрю, как я лучше буду вязать уже по ситуации. То есть можно или просто прямо вязать, или же потом в процессе вязания немножечко приталить эту кофточку. То есть я еще пока точно не могу сказать, как я это буду делать. То есть я это уже посмотрю по факту, так как периодически также буду эту кофточку примерять на себя, и вам также советую периодически ее в процессе работы мерить. И уже потом я покажу, что у меня получается, и объясню вам, как я дальше буду работать. Итак, я провязала еще немного кофточку, то есть выглядит у меня все вот таким вот образом. Вязала по принципу, как вам и показывала, то есть по 3 столбика с накидом. Значит, при этом я сделала небольшое приталивание кофточки, но, конечно же, как вы сами понимаете, приталивание это оно далеко не всем нужно. Кому-то будет лучше просто вязать прямым покроем. Но, тем не менее, это вы уже должны самостоятельно смотреть, как вам будет лучше, удобнее, в зависимости от особенностей вашей фигуры. Но, тем не менее, я расскажу, как я делала это приталивание, так как, возможно, кому-то эта информация и нужна будет. То есть, когда вы вяжете крючком, то, конечно, очень большой плюс в том, что вы можете спокойно периодически примерять это изделие и смотреть уже по фигуре, где вам что-то нужно прибавить, где вам что-то нужно убавить. То есть в этом плане очень, конечно же, удобно. Если вы в процессе, так сказать, вязания примеряете эту кофточку и видите, что вам было лучше все-таки немножечко где-то ее, так сказать, приталить, то я, например, это делала следующим образом. То есть, во-первых, я приталивание делала по бокам. В основном это я все делала. То есть вот я вам сейчас покажу участки, где я делала приталивание в частности. Вот, например, вот у меня идет участок, то я просто-напросто пропускала вот этот вот один столбик с накидом. То есть вот у меня провязан вот, например, один столбик с накидом. Потом я следующий, вот он, участок, где я должна его провязать, я его пропускаю и вяжу следующий столбик с накидом. Вот получается через один столбик. Вот он у меня следующий идет. И далее я вяжу по рисунку. Потом, провязав 2, например, ряда, я померила, смотрю, что мне опять же лучше приталить. То есть я точно так же сделала через 2 ряда, получается в 3-м ряду. То есть вот у меня один раз провязано 3 столбика с накидом, потом я пропускаю следующий столбик с накидом и провязываю вот через один вот следующий столбик с накидом. То есть таким образом я делала приталивание, а также я сделала один раз приталивание непосредственно вот под грудью. Вот у меня участок один и еще вот один, просто его тут оно так приталивается, что даже не особо видно. Вот один и вот второй участок. То есть это вот у меня под грудью один раз я сделала такие вот убавочки по принципу, как я вам показала. И в этом же ряду я сделала такие же убавочки по спине. То есть вот по спинке они у меня также вот здесь вот в одном месте вот где-то сделаны. То есть не очень это заметно. А вот один участок и вот второй участок. Вот точно так же я как бы сделала убавления вот эти вот. Но опять же, это вы уже меряете, примеряете на себя и уже это все делаете по необходимости. Потому как я прекрасно понимаю, кому-то, возможно, просто лучше будет связать прямо без каких-либо убавочек. То есть это все очень и очень индивидуально.
Итак, на этом вторая часть видео МК «Как связать красивую летнюю женскую кофточку крючком из стопроцентного хлопка» подошла к концу. Буквально на днях выйдет третья, заключительная уже часть видео МК, в котором я буду показывать, как я довязывала низ данной кофточки, а также каким образом я вязала рукава в этой кофточке. Итак, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк и делимся данным видео со своими друзьями. Вдруг кто-то у вас также любит и умеет заниматься рукоделием. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. Итак, до новых встреч!